Всех приветствую, меня зовут Ирина, добро пожаловать на мой канал. Из моих видео вы узнаете, как воспитать замечательного ребенка по методу Монтессори. Я разделила материал на 6 частей, где я поясню, что это за метод, как его применять, какие использовать игрушки и занятия, когда малышу год, 2, 3, 4, 5 лет. Самое первое и основное представление о мире ребенок получает дома. Именно дома в его понятии формируется о том, что такое жизнь, любовь, ответственность, возможность выбора и свобода. Your brain only gets built once. Your brain may change several times during your lifespan, but this is the only time the brain gets built. Поэтому рекомендую посмотреть все части, чтобы у вас сложилась общая идея о методе. Также некоторые упражнения вы сможете применять пораньше или попозже, ведь все дети разные. С методом Монтессори я знакома давно, и он всегда очень привлекал меня, но глубоко я начала его изучать в начале 2019 года, когда мы с парнем начали обсуждать тему детей и их воспитания. За это время я узнала столько важной, ценной и одновременно очевидной информации, что я непременно должна поделиться с вами, и я надеюсь, что переданное мной сообщение как-то положительно повлияет на этот мир. Делитесь, обсуждайте и практикуйте новые знания со своими детьми, партнерами, родными, друзьями и нянями. Сегодня одной из самых главных глобальных проблем на планете является система образования. Лично я это осознала еще в школе, и под системой образования я подразумевала начальную, среднюю школу, колледж или университет. Но совсем недавно я узнала, что самое главное и важное образование человека начинается с самого рождения. То есть задача родителей состоит не только в том, чтобы накормить, обнять, защитить ребенка, а также научить его стать независимым, ответственным, уверенным, успешным и счастливым человеком. Мария Монтессори родилась в 1870 году в Италии. Она была врачом, антропологом и психологом, но в то время женщина не имела права работать врачом. Поэтому она начала работу с детьми, у которых были ограниченные возможности здоровья. Во время работы с ними Мария убедилась, что каждый ребенок рожден с отличным человеческим потенциалом, который может быть развит, если только взрослые предоставят правильную стимуляцию во время первых лет жизни. Монтессори заметила, что детям тяжело справляться в мире с размером для взрослых, поэтому она предоставила миниатюрные кувшинчики, чашечки, ложечки и вилочки для детей, которые идеально помещаются в маленькие ручки. Также она заказала столы и стулья детского размера, чтобы детям было легче их передвигать без помощи взрослых. Дети любят сидеть на полу, поэтому она давала малышам коврики, чтобы определить их рабочую зону. Это также учит других детей обходить этот участок, чтобы уважать и не мешать друг другу. После окончания занятия малыш убирает коврик и игрушки на место. Проведя бесчисленные часы, наблюдая и взаимодействуя с детьми, Мария заключила несколько этапов определенного развития, которые характеризуются конкретными наклонностями, интересами и способом мышления. Они называются сенситивными или чувствительными периодами. Например, у самого ребенка появляется большой интерес к чтению от 3 до 5 лет, а интерес к математике от 4 до 6 лет. То есть, если начать обучать беби читать и писать в 2 года, это рано, а в 7 лет уже поздновато. То есть нужно будет уже приложить усилия, обучить его этому. Получается, если вовремя предоставить малышу правильную стимуляцию, то он способен этому научиться практически бессознательно. Вот как выглядят сенситивные периоды.
Движение от рождения до года. Случайные движения вашего ребенка становятся скоординированными и контролируемыми, когда он учится хвататься, касаться, поворачиваться, балансировать, ползать и ходить. Язык от рождения до 6 лет. Начиная от воркования и звуков, ваш ребенок переходит от болтовни двух слов, фраз, а затем предложений. Порядок от 6 месяцев до 4 лет. Эта стадия характеризуется любовью вашего ребенка к рутине и стремлением к последовательности и повторению. Все должно иметь свое место. Маленькие объекты от года до 4 лет. Ваш ребенок обожает обращаться с маленькими предметами и замечать мельчайшие детали, поэтому координация глаз и рук становится все более совершенной. Туалет от 18 месяцев до 3 лет. Так как нервная система станет более развитой и интегрированной, ваш ребенок сможет контролировать свой мочевой пузырь и кишечник. Музыка от 2 до 6 лет. Когда музыка является частью его повседневной жизни, ваш ребенок проявит непосредственный интерес к развитию тона, ритма и мелодии. Благодарность и вежливость от 2 до 6 лет. Ваш ребенок будет любить подражать вежливому и внимательному поведению, ведущему к интернализации этих качеств в его личность. Органы чувств от 2 до 6 лет. Сенсорное образование начинается с рождения, но с 2 лет ваш ребенок будет поглощен чувственному опыту: зрение, звук, тактические ощущения, вкус и запах. Письменность от 3 до 4 лет. Монтессори обнаружила, что письменность предшествует чтению и начинается с попыток воспроизвести буквы и цифры карандашом и бумагой. Чтение от 3 до 5 лет. Дети проявляют непосредственный интерес к символам и звукам, которые они исполняют. Вскоре они произносят слова. Пространственное расположение от 4 до 6 лет. По мере того, как дети развивают понимание пространственных отношений, они начинают решать сложные головоломки. Математика от 4 до 6 лет. Монтессори нашла способы дать детям конкретный опыт математики в период чувствительности к числам и количествам. Первые 6 лет жизни мозг ребенка развивается намного быстрее, чем в остальные этапы жизни. Только представьте себе, за это время малыш научится управлять своим телом, ходить, говорить, читать, писать и так далее. Через 100 лет ученые при помощи МРТ головного мозга подтвердили сенситивные периоды. В эти годы жизни дети учатся натурально, без усилий, с интересом, если предоставить правильную окружающую среду. Что действительно нужно детям, кроме правильного питания, хорошего сна в течение первых 6 лет жизни? Вот что говорят нам исследования. Интеллектуальное, эмоциональное и социальное развитие взаимосвязаны. Развитие мозга оптимизируется, когда дети чувствуют себя любимыми и в безопасности. Объятия и утешение закладывают основы, которые помогают детям справиться со стрессом в дальнейшей жизни. Зрение, слух, осязание, вкус, обоняние и движение стимулируют нервные клетки, которые присутствуют в мозге от рождения, запускаются и создают постоянные связи. Монтессори предположила, что мозг создается вручную, когда дети изучали окружающие предметы и взаимодействовали с ними. Наука это подтверждает. Физическая активность стимулирует выработку клеток в гиппокампе, части мозга, играющей ключевую роль в памяти и обучении. Размер словарного запаса ребенка является ключевым предсказателем успеха в школе. С самого рождения дети учат звуки своего языка. Разговор, чтение и пение вместе обогащают их словарный запас. Мозг развивается предсказуемым образом, но каждый мозг и каждый ребенок уникальны. Каждому ребенку нужны родители, которые будут следить за его репликами, ритмами и настроением и соответствующим образом реагировать на них. В
классах Монтессори вы не увидите учительского стола, доски и парт. Дети спокойно передвигаются, разговаривают друг с другом и работают вместе либо раздельно. Учитель также перемещается по классу и контактирует с каждым ребенком индивидуально, либо в группах. Группы в Монтессори делятся от 3 до 6 лет, от 6 до 9, от 9 до 12 и так далее. Разница в возрасте нужна для того, чтобы дети видели, чем они будут заниматься и чем они занимались. Это также учит деток лидерству. Постарше дети могут обучать и помогать младшим. Мебель в школе правильного размера, подходящая ученикам. Класс распределен на секции. Повседневная жизнь, где детки учатся наливать себе воду, одеваться, убираться и так далее. Секция математики учат числа, количество, умножение, деление. Сенсорная area – цвета, текстура, звуки, запахи. Уголок культуры – это география и культура. Языковая зона – слова, пропись, чтение, иностранные языки. Изобразительное искусство – рисование, вырезание, подделки. Отдел биологии – животные, растения. Стол мира, где они разрешают проблемы и конфликты. В таких школах нет оценок, тестов и домашних заданий, но в некоторых школах Монтессори ставят оценки, потому что любой человек может назвать учебное заведение Монтессори, так как ее метод не защищен авторскими правами или франчайзингом. Но они все будут придерживаться методу и философии Монтессори. Я лично тоже думаю, что детей лучше не оценивать, так как это ментально делит их на умных и неумных. Например, несмотря на то, что мой папа всегда говорил: доча, оценки это не главное, а оценки всегда влияли на меня. Ради 5 я готова была писать шпаргалки, списывать или давать другим списывать. Возможно, потому что мой старший брат был круглым отличником, висел на доске почета, и это мотивировало меня получать отличные оценки. А когда в 7 классе я получила 4 за четверть, меня это разрушило, и я больше не старалась учиться на отлично. А что вы думаете насчет оценивания детей? Напишите в комментариях. Итак, главное послание Монтессори – уважать всех детей с рождения как индивидуальную личность, предоставить им как можно больше свободы для передвижения и выбора в своей деятельности, помочь им обрести независимость, создав безопасную среду, удобную для детей, которая облегчит их исследование. Все родители переживают за своего ребенка, что вот что-то с ним случится, но некоторые слишком переживают и постоянно держат малышей в кроватках, колясках, манежах или на качелях. Этим самым с каждым часом ребенок упускает возможность развивать свою силу, мышечную координацию и сенсорную систему. Безусловно, безопасность превыше всего, но детям нужна свобода для передвижения и познания мира. Поэтому ваша задача создать безопасные условия в доме, а именно закрыть розетки, залепить острые углы накладками, подушечками, установить ворота безопасности на лестнице и в комнатах, в которые вы бы не хотели, чтобы ребенок входил или выходил, установить оконные щитки, закрепить либо убрать провода, которые достал бы ваш малыш, убрать домашние цветы повыше, включить замок на духовке, разворачивать ручку сковородки назад при готовке еды, убрать либо закрепить шкафы с химическими, острыми и опасными предметами, обезопасить шкафы в ванной, где находятся фен и бритвы, содержать дом в чистоте, никаких мелких предметов на полу и так далее. Сядьте или лягте на пол, то есть на уровне ребенка, и посмотрите, где могла бы ожидать его опасность, и устраните ее. Кстати, все, о чем я говорю, это всего лишь знания из книг, это просто идеи, не нужно слепо следовать, потому что каждый ребенок уникален, и каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Мы все развиваемся по-разному. Консультируйтесь с педиатром вашего ребенка, но всегда изучайте и перепроверяйте информацию сами и слушайте свое сердце. С самого раннего возраста дети хотят практиковать навыки,
которые сделают их независимыми, помогая им учиться делать что-то самим, налить воды или одеться, ставит их на путь независимости. Разговаривайте с ребенком, объясняйте, демонстрируйте, как обращаться с чем-либо. Не ругайте их, если он что-то разлил или обронил. Просто показывайте, как аккуратно обращаться с вещами, как прибираться за собой. Практикуйте с ними. Разрешите ребенку учиться на своих ошибках. Дети натурально любят помогать. Они хотят чувствовать себя полезными и чувствовать, что они делают что-то важное. Поэтому вместо того, чтобы посадить малыша у экрана, пока вы прибираетесь, почему бы не привлечь его, если он сам проявит желание уже с 18 месяцев? Например, помочь убрать со стола, отнести чашечку на кухню, накрыть на стол, протереть пыль, посадить цветы, загрузить вещи в стиральную машину. Научите их манерам, так как они могут встречать гостей у порога и вести себя как хороший хозяин и сопровождать младших друзей и родственников во время визита к вам. В некоторых семьях есть правила, в некоторых они отсутствуют. Монтессори предлагает установить несколько простых правил для поддержания дисциплины. Относиться ко всем с уважением. Если ты используешь что-то, верни это на свое место. Если ты сломал или разлил что-то, уберись за собой. Говорить правду и не бояться признавать свои ошибки. Метод Монтессори – это универсальный и натуральный путеводитель, который поможет вам при помощи навыков повседневной жизни вырастить независимого, спокойного, самодисциплинированного, кооперативного, уважающего и уверенного в себе человека. Подробнее я расскажу в следующих видео. Я надеюсь, что там вы найдете для себя полезную информацию. Вы можете начинать применять этот метод, когда сами посчитаете нужным. Напишите в комментариях, что вы думаете насчет этого метода. Возможно, вы уже по нему занимаетесь. Расскажите о своем опыте. Мне будет очень интересно об этом узнать. Всем всего доброго. Увидимся в следующем видео. И, кстати, обязательно посмотрите документальный фильм о мозге «Раннее детское развитие». Он на английском языке, но там есть русские субтитры. Называется Brain Matters Documentary – Early Childhood Development. Я оставлю ссылку, посмотрите, не пожалеете.